Приветствую всех на моем канале Петельки из Амстердама. Все о вязании для начинающих и опытных рукодельниц. Продолжаем работу над нашим жакетиком, кардиганчиком, как хотите назовите, для девочки. Значит, в первой части мы с вами связали спинку и две полочки и кармашки. И сейчас во второй части я покажу вам, как мы будем вязать рукава и обвяжем с вами все изделие. Так что давайте будем работать. Так, продолжаем работу над нашей кофточкой. Значит, в этой части мы сейчас с вами будем вязать рукав и как бы ввязывать его в пройму сразу. Вот, и потом обвяжем всю кофточку. Значит, что для этого надо сделать? Вот я беру место, где мне надо будет вшивать рукав, не вшивать, а ввязывать, да, вот эта линия плеча, посередине я повесила маркер, да, и вот здесь первая часть рукава, вот как бы здесь, она начнется с такой вот площадки. Мы наберем сначала петли здесь, я как бы для себя предлагаю, я наберу 9 и 9 и одну посередине, то есть мы сейчас наберем с вами 19 петель. Значит, ширина рукава, значит, высота проймы 12,5. Вы посмотрите, какая у вас, ну, я думаю, что там плюс-минус будет, да. И ширина рукава вот здесь, вот в этом месте, 24, 26, 29. Я буду вязать по 29 сантиметров. Значит, умножая на свою плотность вязания, у меня здесь, вот здесь у меня должно быть 63 петли. Итак, мы сначала начинаем, набираем петли вот здесь вот поверху. Вот смотрите, я считаю, там, где у меня маркер, это будет одна петля. И теперь дальше отсчитываю. Серая, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Беру свою ниточку. И начинаю набирать. Значит, у меня должно быть 9 петель до середины. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 'Кому удобнее, набирайте крючком, да? Можно не только спицами, крючком. Значит, у меня вот 8, 9. Посерединке, там, где маркер, я его сейчас уберу. Посерединке надо набрать еще одну. Ну, мы не будем за эту цеплять, да? Здесь какая-то свободная. Мы вот подальше возьмем немножко, чтобы она, петля у нас не было дырки никакой. Значит, вот это посерединке петля. И дальше опять еще 9 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Вот мы набрали нашу площадку. Ой, извините. Набрали эту площадку. Вот у меня получилось здесь 19 петель. Теперь мы смотрим дальше. Значит, вы рассчитаете количество петель, которое у вас должно в итоге получаться. Вот у меня 63 минус одну, которая для симметрии. Это 62. Делю пополам. 31 петля. От 31 петли я отнимаю 9, которые мы вот уже набрали. Отнимаю 9. И всего мне остается по пройме набрать еще 22 петли. Значит, с каждой стороны. Значит, вот здесь вот. В эту сторону 22 петли и в эту сторону 22 петли. Вы считаете, сколько у вас вот здесь есть кромочных в эту сторону и сколько кромочных в эту сторону. И если у вас больше кромочных, чем вам нужно петель, значит, вы рассчитаете равномерно и делаете не в каждую петлю, а, скажем, серую через 2
То есть одну пропускаете в серую, красную в красную, потом опять пропускаете. Я вам сейчас покажу. У меня так и получилось. Я вот сейчас вот связала один ряд, и когда я буду вязать красной ниткой, да, сейчас сразу же мы будем это как бы добавлять. Вот красной ниткой я сейчас вяжу, я сразу добавляю одну петельку в следующую кромочную, разворачиваюсь. Теперь мы эту первую снимаем, и я довязываю до конца. Вы можете сразу отмечать себе, сколько вы петель добавили. Вот у меня было 19, сейчас я уже одну добавила. И вот сейчас мы красный ряд доходим до конца. Вот. И опять одну петельку я добавляю, значит, в следующую кромочную. Все, я добавила уже 2 петли. Дальше мы уже начинаем вязать рисунок. Беру серую нитку. Так. И начинаю вязать серую. Значит, вот у меня красная кромочная, как бы снимаю ее. И начинаю вязать серой ниткой. Ну, начнем сразу, скажем, лицевая снимаем, лицевая снимаем, лицевая снимаем. Это мы вяжем сейчас 3-й ряд у нас получается серой ниткой. И вот когда я вяжу дополнительную нитку, вот я так рассчитала, один раз так, ряд так, а следующую прибавку по-другому. Вот сейчас я, вот у меня по рисунку, значит, я должна красную снять и добавить еще одну петельку. Но я буду не в следующую кромочную, а через одну. Вот я добавила серую одну. Теперь разворачиваюсь. Первую мы снимаем и вяжем в обратном направлении. И опять вот в конце мы должны, каждый раз в конце ряда мы подбираем петлю из кромочных петель, да? И поэтому, значит, когда я вяжу серой, я делаю это через одну. Вот смотрите, я сейчас буду, значит, не в эту, не вот у меня в красной, я сделаю через одну, серую пропущу и опять сделаю как бы в красную. То есть вы понимаете, когда я делаю серой ниткой, я делаю через одну петлю. Когда я делаю красной, я в следующую кромочную. И тогда у меня как бы чередование получится равномерно набор петель. И вот так мы будем делать до конца. Вот так будем подбирать петли. Будем все время вязать туда-сюда. В конце ряда подбирать петельку до тех пор, пока мы не довяжем вот до того места, где мы делали по рукаву вот этот, ну, скругление, да. И здесь мы начнем делать в каждую петельку. Несмотря как у вас будет количество петель, но вот здесь это надо делать в каждую петлю. И тогда у нас скос будет красивый. Значит, до этого места мы делаем это, как вы рассчитаете. А вот здесь вы имейте в виду, что вот здесь, сколько мы там делали, 3 раза. Значит, вот здесь 1, 2, 3. И вот эту площадку в каждую петельку добавляете здесь. И когда вот в этот все вот так вот по кругу, туда-сюда, туда-сюда, этот воротник, рукав сделаете, мы с вами опять встретимся. То есть вы вот сейчас вот мы начнем подбирать петли туда-сюда, туда-сюда. Значит, если серая нитка, мы через одну делаем, красной ниткой в следующую. И в конце каждого ряда мы это должны набирать. Значит, а потом, вот, дойдя до этого места, где мы делали скругление, вы уже делаете в каждую петельку, набираете дополнительные петли. Давайте будем работать. Ну вот смотрите, я связала
свой уже окат рукава, да, я вяжу второй рукав. Тот, кто вяжет, наверное, первый, потом будет второй уже вязать по. Единственное, что я вам хочу сказать, вы когда вяжете первый рукав, вы делаете все пометки, чтобы второй рукав у вас получился симметричный. Значит, вы набирали здесь 9, 9 и 1, значит, так и набираете. И потом отмечаете, что, скажем, основной цвет вы делаете в следующую кромочную, дополнительный цвет через кромочную, или как вы для себя определили. На самом деле, в принципе, когда вот такой рукав вяжется, окат, делают в каждую кромочную добавку. Но, учитывая, что у нас узор такой, мы видели петли, здесь мы делали нитку за работу, и у нас как бы немножко стянутое вязание. За счет этого нельзя делать в каждую кромочную, будет очень широкий рукав, потому что я это попробовала на первом рукаве и получился очень широкий. Вот. Ну, кто, значит, не доверяет мне, может попробовать сам сделать в каждую кромочную. Но это отступление небольшое. Итак, я довязала свой окат вот до, как я говорила, до окончания вот проймы. И у меня получилось здесь 67 петель. Не знаю, вы свои количество. Я рассчитывала, что у меня будет 63. Но я вам сказала, если чуть-чуть побольше будет, это не страшно, да? Там в пределах 5-7 петель не страшно. У меня получилось 67 петель вместо 63, и я считаю, что это нормально. Итак, дальше. Значит, вот ширина рукава в этом месте я вяжу на 29 сантиметров, я использую, да. Значит, есть размеры поменьше, или 24, 26. Вы сами смотрите, какой размер для рукава. И хорошо, если у вас есть на ком померить, да. У меня, к сожалению, этого нет, я вяжу только по меркам. Второй размер, который вам нужен, это, естественно, длина рукава от оката до низа, да, длина рукава. Можно взять длину рукава отсюда до низа рукава. В общем, померьте длину рукава, которая вам необходима. У меня, значит, по мерке от этой точки до конца я буду вязать на 34 сантиметра. И ширина рукава внизу. Так как у нас рукав не должен быть очень узкий внизу, он как бы вот такой вот, видите, вот у меня он получается прямой. Значит, я беру вот здесь вот это расстояние у меня, вот это вот размер рукава, у меня 21 сантиметр я взяла. Можно 18,5 или 19,5. Я буду брать на 21. И, значит, определив свои размеры здесь и здесь, вы высчитываете количество петель. Значит, здесь у меня уже 67 петель, 21 сантиметр. Я тоже должна рассчитать количество петель. Да, вот я рассчитала. У меня это 46 петель. Значит, 67 и 46. Отнимаем 67, отнимаем 46. И получается у нас 21 петля. Значит, мы должны сократить 21 петлю в процессе нашего вязания. Так как мы будем сокращать симметрично с одной и с другой стороны, я возьму 20 петель. Значит, каждую в том ряду, где мы будем сокращать, мы сократим по одной петле с одной стороны и с другой стороны. То есть всего 2 петли. Значит, таких сокращений нам надо будет сделать 10. Если мне надо сократить 20 петель по 2 за раз, значит 10 раз я буду сокращать. И вот этот свой размер, 34 сантиметра у меня. Я даже брала 30, ну неважно. 34 делите на 10, примерно 3 сантиметра. В каждых 3 сантиметров мне надо будет делать убавки. Вы считаете тоже свое количество. И вот я начала уже вязать. Я вязала, вот в первый ряд я начала и отметила, что первый ряд я начинаю с дополнительного цвета. В первом ряду я 2 петельки сократила. То есть с каждой стороны после кромочной вы провязываете по 2 вместе. Из 2 делаете 1. Я сократила. И вот я вязала, пока я не посмотрела. Примерно у меня получились мои 3,5 сантиметра. Отметила. Дальше пишу уже следующие ряды. Следующий через 3,5 сантиметра я опять убрала. И вы для себя тоже определите количество рядов. И вот я так вот вязала первый рукав. Сейчас я начала вязать уже второй рукав. И я зачеркиваю в обратном, чтобы знать, чтобы количество рядов у меня было
аналогично. И вот так мы сейчас с вами будем вязать наш рукав на всю нужную нам длину. Когда вы подойдете вот в этом месте, вы не спешите обрывать ничего. Вы закройте все петли самым обыкновенным способом, закрываете петли и не спешите обрывать ниточку. И вот когда мы вот этот рукав с вами довяжем, мы с вами встретимся, и нам надо будет потом сразу же мы обвяжем край нашего рукава, а только потом начнем сшивать вот шов по рукаву, и он перейдет в боковой шов на спинке и полочке. Значит, вот сейчас вот нам надо сделать вот эту работу, довязать наш рукав полностью, да, от этой точки до этого. Вы рассчитаете свой размер рукава, то есть длину рукава, который вам надо, сколько вам надо потихонечку бавить, чтобы не надо сразу резко начинать. Старайтесь сделать постепенно. Если вдруг вы, скажем, до сюда дойдете, уже все петли вы убавили, вы можете остаток немножко по прямой довязать. Это не страшно, да? Вот. Хуже, если у вас будет очень вот резко, и он широкий, ну, как бы, или резко так сделать, а потом узкий. Надо постараться все-таки, чтобы он равномерно были наши убавки. И что еще я хотела сказать? Ну, в общем, так, вот сейчас мы будем это делать с вами, и потом, когда мы закончим, мы с вами встретимся, и я покажу, как мы будем обвязывать рукав. Ну вот, я довязала свой второй рукав до конца. Значит, я закрыла петли. Значит, я закончила ряд там, где у меня вкрапление дополнительного цвета, и потом закончила и закрыла петли уже основным цветом. Вот просто обыкновенным способом, как мы закрываем обычно, да. И я вам сказала, не спешите обрезать нитку. Вот у меня ниточка еще осталась. И сейчас мы сразу же, значит, обвяжем вот этот рукав и потом будем сшивать. Значит, вот обвязка будет у нас вот как здесь, вот на этом рукавчике сделана. Сейчас я вам покажу, как это делается, да. Единственное, что меня немножко смущает, мне кажется, что у меня рукав чуть-чуть длинноват получается. Но, видите, мне не на ком померить, поэтому вы хорошо мерьте свой рукав. А с другой стороны, я посмотрела, что вот даже если он чуть-чуть у меня длинноват, вот я вот пробую уже вот так вот завернуть. И, в принципе, будет смотреться тоже нормально. Ну, или, я не знаю, потом, может, придется мне его укоротить. Ну, неважно. В общем, вы делаете свою длину рукава. Так, теперь мы, значит, разворачиваемся. Берем вот наш рукав. Ну вот, значит, мы берем вот эту петельку, которую мы закончилась нитка. Мы должны сделать здесь еще одну воздушную петельку. И будем обвязывать наш рукав, значит, слева направо. Вот так, как я делала на первом рукаве. Но я вам решила показать, как это делается на моем образце, чтобы использовать более светлую нитку. Так, может, будет лучше видно. И заодно вы посмотрите, может, кто-то захочет обвязывать именно не основной ниткой, а контрастной. Вот представьте, что я здесь вот закончила вязать. Вот у меня серая ниточка. Значит, что мы сделаем? Мы сделаем воздушную петельку. И теперь мы будем вставлять каждый раз вот в нижний ряд, где вот эти у меня серенькие вкрапления, вот после серой. Вот, значит, я делаю накид. Значит, я сделаю накид и вставляю свой крючок вот сюда, после серой. И вытаскиваю петлю. Петли такие не очень затягивать, чтобы потом было удобно вытащить. Делаем опять накид, это второй раз накид. И опять в то же самое место вытаскиваю петлю. Потом мы делаем с вами третий раз накид. И опять в это же самое место вытаскиваем петельку. Вот. И теперь самое сложное — это вот протянуть одну петлю через все вот эти вот накиды. Значит, аккуратненько, так, чтобы вот это самая сложная часть работы. Так, вот я протянула. Значит, делаю опять воздушную петлю. Дальше мы будем искать следующее серое. Вот серое вкрапление, и мы будем вставлять сюда. Так, вытаскиваем снизу петельку.
Раз. Я забыла сделать накид опять. Вот видите, не забывайте. Значит, перед тем, как мы вводим крючок в изделие, мы делаем накид. Значит, ввожу сюда. Это раз. Накид. Опять сюда. 2. Опять накид. 3. И опять мы надо протянуть петлю через вот эти вот все вот, воздушную петельку. И опять делаю накид. Ищу следующую серую петлю. Вот она у меня. Раз. Накид. 2. Накид. 3. 5. Протягиваем через все эти петли. Вот. Делаем воздушную. И опять накид. Ищем следующую. Вот она серенькая, следующая. Раз. Тоже у меня 2. Накид. 3. Протягиваем петельку через все эти накиды. Делаем воздушную петельку. И так мы продолжаем вот обвязывать весь наш рукав до конца. Значит, я сейчас сделаю рукав, но я буду делать бордовой ниткой, более темной. И когда я вот этот рукав, сейчас я его вот здесь вот обвяжу, до конца дойдем, и потом с вами встретимся. Ну вот смотрите, я обвязала свой второй рукав. Вот последняя вот эта обвязка, как говорится, здесь обязательно сделайте воздушную петельку, тоже, чтобы закрепить, да. И теперь вытаскиваем нашу нитку и вытащим ее, ну, постарайтесь довольно длинную, сколько вы сможете работать с иголкой. Мы сейчас этим хвостиком будем сразу сшивать рукав. Ну вот я его по длине сделала, обрезала, и теперь ее можно вытащить, потому что здесь у нас воздушная петля, она закреплена. Теперь берем иголочку, вставляем нитку, и вот сейчас этим хвостиком мы будем с вами сшивать рукав. Сшивать я буду по лицу. Значит, мои две изнанка с изнанкой я складываю. Извините. И сначала я вот закреплю наши вот эти две, видите, вот как бы вот мы рукав обвязывали, вот эти две я сейчас попробую вот так аккуратненько закрепить, чтобы они как бы вот вместе сошлись. Был законченный у нас с вами край. Все, вот я их скрепила, и у нас рукав закрыт. И теперь мы будем с вами сшивать. Я буду сшивать по этим, ища кромочные. И вот я смотрю, вот у меня первая здесь красная кромочная, и вот здесь вот она еще. И вот как бы здесь еще раз подтягиваю. И теперь мы смотрим. Вот я ввожу здесь в серую, вывожу в следующий бордовый. Мы как бы должны захватывать вот эту перемычку между кромочными. Здесь тоже я еще вот ввожу и тут же выхожу, вот захватываю вот эту перемычку между кромочными и протягиваю. Дальше то же самое. И вот так вот шаг за шагом сравниваю, ну как бы соединяя, чтобы видно тут по цвету, можно легко соединять. Вот так каждый раз захватывать перемычку между кромочными.
в принципе, это мой способ, да. Вы можете сшивать с изнанки, просто соедините две детальки и сшивайте, кому как нравится. Вот здесь вот я сейчас закрепила, сейчас немножко вернусь, еще закреплю вот этот краешек, видите, он здесь не совсем как бы вот, и вернусь и буду продолжать до конца сшивать наш шов по рукаву, потом он перейдет в шов боковой и закончим возле низа изделия. Значит, вот сейчас нам надо сшить весь вот этот шов. Значит, на одном рукаве я уже вот это все сделала, вот у меня уже сшит рукав и сшит боковой шов. Сейчас я сделаю по второму рукаву. Вы, значит, тоже должны проделать эту работу, то есть у вас должны быть связаны все ваши детали, обвязаны рукава и сшиты эти швы. После того, как мы это все сделаем, мы начнем с вами обрабатывать низ, потом перейдем сразу в планку, перейдем в горловину, и вот каждый вот этот переход я попробую вам показывать, потому что здесь есть угол. Посмотрим, как сделать, чтобы у нас красиво вот этот переход был по углу, да? Значит, сейчас мы закончим основную работу, все сошьем и приступим к обработке основного, ну, уже самого большого края нашей изделия. По низу перейдет в планку и в горловинку. Ну, продолжаем. Вот я рукава свои закончила, оба я их обвязала, сшила боковые швы по рукавам, и то есть сшила рукава и боковые швы по изделию. Вот я их все сшила, да. И теперь мы начнем обвязывать полностью наше изделие. И начинать надо с какого-нибудь бокового шва. Ну, я начала с этого, неважно. Бокового шва начала, все по кругу, и сюда же я вернусь, да. Можно начинать с этого бокового шва, ну, неважно. Короче говоря, вот я начала от бокового шва, довязала до угла. И вот здесь хотела показать вам, как сделать вот этот угол. Во-первых, сразу определимся с вами, куда мы будем делать, ну, где мы будем входить в изделие, чтобы было все красиво. Вот видите, у нас вот эти, у меня вот эти, ну, у меня это серые такие косички, а вот эти вот бордовые я не буду затрагивать. Но так как серые косички у меня идут в шахматном порядке, то есть вот эти вставки, да, значит, вот здесь я смотрю, вот она у меня серенькая, я сюда вставлю. В следующем ряду, где вот этот узор, здесь у меня красная. Потом мы пропускаем красную полосу, здесь у меня серая. Красную полосу пропускаем, здесь красная. В общем, как бы будем входить везде, вот где вот эти, ну, жемчужинки, или как их назвать, идут, да. А вот красные полосы, мы их будем пропускать, мы туда входить не будем. Ну, сейчас я покажу сразу на примере, чтобы не голословно было. Вот, значит, я закончила угол. У меня, значит, здесь воздушная петля. И начинаем. Вот я смотрю. Значит, первая, вот это вот серенькая полоса. Вот здесь же я ввожу в серую. Опять забыла про накид. Вы не забывайте, да, накиды надо не забывать. Так, значит, накид. Теперь вхожу вот в эту серую петельку. Раз. Накид. Опять туда же. 2. Накид. И туда же 3-й раз. Все, теперь мы должны протянуть крючок через эти все петельки. Делаю воздушную петлю. И теперь ищу дальше. Значит, как мы договорились. Значит, вот сюда в красную я не буду. Следующая моя серая. Но здесь вот как бы не серая петля, а красная. Потому что мы в шахматном порядке. Вот опять я делаю накид. Вхожу сюда в красную. Раз. 2. И 3. Теперь мы провязываем все эти наши петельки. Делаю воздушную петлю.
И дальше смотрю. Значит, теперь будет у меня серая. Делаю накид, вхожу в серую петлю. Раз. 5. Туда же 2. И туда же 3. Теперь должна провязать все эти наши петельки. Воздушная петля. И следующий у меня опять серая, ну, где полоска, но здесь у меня крайняя красная петля. Значит, я ввожу сюда в красную петельку. Раз. 2 и 3. Протягиваю через все петли и делаю воздушную петлю. Ну, в общем, вы понимаете, да? Значит, мы будем делать сейчас в каждую вот в эту серую полосочку, но один раз здесь серая петля, один раз здесь красная петля. И так мы закончим, будем продолжать до горловинки, да? Здесь на горловинке у нас опять такой же угол, опять сделайте. И здесь тоже опять будете в каждую серую. И здесь то же самое в каждую серую. Итак, мы обвяжем с вами все наше изделие. Ну вот смотрите, что у меня получилось. Я обвязала всю мою кофточку по горловине, по полочкам, по низу. Вот все вот сделала, да. Закончила все карманчики, закончила, даже пришила кнопочки, да. Вот в принципе мое изделие готово. Я думаю, что будет все замечательно. Ну и вот в принципе и все, что я хотела вам сказать и показать в этом мастер-классе, да. Изделие готово, и я думаю, что вторая моя внучка тоже останется довольна. Останется мне связать еще для самой старшей. Это все у меня еще впереди. А на сегодня все. Пока-пока. С вами была Светлана. До новых встреч.